Привет, друзья! Сегодня мы будем рисовать с помощью кофе. Для этого вам понадобится кофе. Собственно, у меня вот такой вот стикер растворимого. Если у вас нет растворимого, обычный натуральный кофе тоже вполне подойдет. Емкость для кофе нужно развести небольшое количество воды с кофе, либо заварить очень-очень такой достаточно насыщенный. Вода, карандаш, кисти, салфетка бумажная я использую для того, чтобы вытирать кисть, и бумажную палитру. Здесь, как и в акварели, можно использовать две техники: по сухому и по мокрому. По сухому — это когда мы на сухую бумагу наносим просто красящее вещество. Тут у нас это кофе. Можем добавлять воды. Некоторые могут использовать, если вам будет удобно, развести в несколько емкостей более концентрированный кофе, менее, то есть немножко больше воды, немножко меньше, чтобы было 3 таких тона. Но мне удобнее так, я привыкла с красками работать, и мне комфортнее, когда я просто регулирую насыщенность водой. То есть можно вот так и до самого светлого. Либо по мокрому, это когда мы мочим водой поверхность бумаги, она немножечко так подсыхает, чтобы не было полностью озера такого сверху, и вот так вот растекается, расплывается красиво. Разница в краях, разница в таком расплытии и градиенте. Здесь тоже можно регулировать больше водой. И так далее. Сегодня мы будем рисовать вишни или черешни в этой технике первой, по сухому. Намечаем карандашом. Я взяла обычную плотную бумагу, не акварельную даже, можно акварельную, какая у вас есть. Обычная плотная, там для черчения или альбомная, в общем. Намечаю вишни карандашом. Не очень давите на карандаш, то есть должен быть светлый рисунок. Где-то вот такая форма. Тень будет. Две. Когда вы намечаете композицию, смотрите, чтобы они были, эти вишенки, внизу было немножко больше места, чем сверху. Так визуально не заваливается. Наметили общую форму легонько. Намечаем немножечко блики. И начинаем рисовать. Я использую вот палитру. Сначала сюда. Мне так комфортно, я привыкла. По форме оставляя блики. Закрашиваем ягоды. Это же ягоды. Запах такой, класс. Я люблю кофе, поэтому просто в восторге. Очень классно этот материал заменяет акварель, если у кого-то нет акварели. Рисунки получаются с таким эффектом, знаете, сепии, старых фотографий, что ли. С запахом. Запахом кофе, а не старых фотографий. Здесь у нас, если вы помните, у нас в каком-то уроке втором, кажется, мы изучали, как сделать объем на примере шара. Здесь то же самое. Вишенки — это по большому счету деформированные шарики. В общем, в работе вот как акварель практически.
хвостик. Вот тут я, кстати, закрасила вишенку, а надо бы оставить было светлое место для черенка, для этого хвостика. Я беру вот так вот, смотрите, чистой водой, смываю. Оп. Тут, между прочим, тоже увлеклась. Это называется в акварели техника смывка. Опа, вот так вот. Видите, на палитре у меня получаются разные оттенки. От светлого до более темного. Но вы, как я уже сказала, можете разбавить в разных емкостях, если вам так будет удобней. Еще иногда чаем я, в общем, когда училась, мы учились состаривать бумагу с помощью чая и кофе, черного чая. Я сняла короткие видео, короткое очень, выложу. И я предполагаю, что чаем тоже это возможно делать черным, очень крепким. Но, скорее всего, он не будет такой настолько концентрированный, темный. Нужно будет делать больше слоев. Ну и запаха такого нет от кофе. Падающая тень обязательно, если мы делаем объем. А я тут пытаюсь сделать объем. Формируем вишенку с помощью света и тени. Это, собственная тень. В следующем видео мы будем рисовать тоже кофе, потому что, мне кажется, в этих условиях, в которых мы сейчас находимся, ну, как бы доступ к этому материалу художественному больше, чем к любому другому. Не надо не ходить в художественный магазин, достаточно в продуктовый, в который мы и так ходим. В общем, в следующем видео я покажу, как делать грушку в технике по-мокрому. И еще напишем пейзаж. Комбинированный. Теперь проставляем акценты, темные в самом конце.
основание. Череночек сам. Боже мой, о чем я говорю череночек? Как он называется? Черенок это у кисти, а у вишенки... В общем, этот... Хвостик типа. Пусть будет хвостик. Тени еще темнее. Краска, назовем ее краской, в общем, становится темнее при перекрытии. Чем... Так, с этой стороны. Ну, где-то так. Совершенству нет предела. Мне кажется, уже неплохо. Подписываем. Так, подождите. Последний мазочек. Вот тут не хочется такой полутон. Хотя нет, вот это, кстати, было лишнее. Окей. В общем, практика показывает, что иногда нужно вовремя остановиться. Вот, это вовремя пришло. Подписываем. Я подписываю, можно кистью, можно карандашом, свое имя латиницей, год и хэштег подпишу карандашом. Хэштег нашего марафона Royal Art. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь со своими друзьями и близкими, рисуйте. Будьте здоровы!